Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 марта, вернее, у вас 10 марта, воскресенье, раннее утро. У меня еще поздняя ночь, суббота. Но я думаю, что информация, которую я вам сейчас расскажу, она стоит того, чтобы и я тратил на это время в столь поздний час, и чтобы вы услышали это как можно раньше, в воскресенье. Надеюсь, что это как-то так развеет скуку и улучшит ваше настроение. Помните, в последних видео мы с вами говорили о том, что Трампу до конца дня, в пятницу, то есть 8 марта, нужно было заплатить примерно 91 тысячу долларов. Это залог для того, чтобы, как он подал апелляцию на решение суда, обязывающее его выплатить где-то 83 тысячи с половиной тысячи долларов женщине Кэрол, по фамилии Кэрол, журналистке, которую, как призналось жюри, он изнасиловал. Ну и в воскресенье, то есть в пятницу вечер, это был последний день, когда он мог это сделать, и он это сделал, как здесь говорят, в 11 часу. Оказалось, что у так называемого миллиардера не оказалось 100 тысяч долларов, хотя накануне в суде он под присягой рассказывал, что у него наличными есть 400 тысяч долларов. Но 400 тоже не миллиард, но оказалось, что у него и этих денег нет. И если вы помните наши беседы на эту тему, я вам говорил, что ему придется искать эти деньги за пределами Америки, потому что вряд ли кто пойдет на то, чтобы дать ему эти деньги. Единственный кандидат был Маск, известный своей непредсказуемостью, но тот ему отказал. И вот оно свершилось. И свершилось так, как мы с вами и предполагали. Он получил эти деньги и получил их с компанией от людей, которые связаны с Кремлем. То есть опять рашенский след, так же, как это было в 2016 году, когда он шел на президентские выборы, свои первые президентские выборы. Ну и давайте разберемся, что это значит. Так вот, суммируя, чтобы сразу понятно было полет мыслей, тех, кто знает об этом, что это из себя представляет и начинает об этом писать. То есть Трамп еще не стал кандидатом в президенты от республиканской партии, но, похоже, на импичмент, если его изберут президентом, он уже заработал. И поскольку, если это так, то все, что он обещал там наградить в ходе своего президентского срока, все это псу под хвост. Всего этого не будет, как это не было и в первом президентстве, потому что большую часть времени ему будет отбиваться от обвинений в том, что он является путинским пуделем и фактически находится на содержании международного военного преступника, коим, согласно постановлению Международного суда, является кремлевский главарь. То есть он уже заработал себе на начало импичмента, даже если его изберут. Но теперь вопросы, а как его дальше пускать? Есть ли смысл его пускать, потому что, то есть президентство уже будет скомкано. Но еще чисто технические вопросы решаются. Если он опять на содержании у Russians, то если его при этом выдвинут от республиканской партии, то уже летом по закону разведсообщество Соединенных Штатов должно устраивать ему брифинги, секретную информацию ему давать. А как ему можно давать эту информацию, понимаете? То есть все, как писал в свое время великий русский писатель, все смешалось в доме Облонских. Ну, давайте посмотрим, что это значит. Вот есть такой здесь журналист-расследователь, он же адвокат, автор 18 книг. 3 из них – это книги о связях Москвы, Кремля, спецслужб с Трампом накануне и в ходе вот его президентства кампании 2016 года. Так вот, значит, как я сказал, из этих книг, чуть ли не все, так или иначе, были бестселлерами. Зовут его Сет Абрамсон. Так вот, он быстренько из того, что он писал и говорил еще во времена расследования связи Трампа с Кремлем в 2016 году, скомпоновал и сделал несколько
выводов, которые до сих пор никто не опроверг. Повторяю, эти книги были бестселлерами. И что там написано, никто не опровергал. Так вот его мысль. Америка сейчас находится в эпицентре кризиса национальной безопасности, поскольку предполагаемый кандидат в президенты от республиканцев, похоже, скомпрометирован враждебной иностранной державой через свои связи. Связи имеется в виду вот теперь через этот кредит, вернее, это был не кредит, это было обязательство, которое он должен будет вернуть обратно. Ну, дальше мы об этом поговорим. Что же произошло? Спустя всего несколько... Я построю свою работу так. Я буду проходить по тексту, который написал Абрамсон, но он еще многого не знает. Поэтому я добавлю, как говорил Горбачев, углублю и расширю. Итак, Абрамсон пишет, всего несколько дней после того, как военный преступник и друг Трампа Владимир Путин поклялся, что Кремль не будет вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году, как это было в 2016 и 2020 году, он теперь сделал именно это через посредника, который сделал возможной выплату Трампом огромного залога в размере $91 миллиона по его делу о изнасиловании и клевете, который рассматривался в Нью-Йорке. Трамп, значит, как построен был этот заем, который сделал Трамп? Из этих 91 миллиона 10 он выплатил сам, остальное ему дали, то есть это невозвратные деньги. Вот эти 10% он в любом случае проиграет. Выиграет он, не выиграет, он проиграет только за то, что он подал апелляцию. А остальные, они были оформлены как стоимость облигаций, которую ему дала компания Chubb Insurance в качестве возвратного платежа, то есть он должен будет их вернуть. И вот автор подчеркивает с точки зрения здравого смысла. Значит, во-первых, он считает, что это свидетельствует о том, что у него нету, у так называемого миллиардера нету этих денег, потому что на этой операции он теряет где-то 10 миллионов. Если бы у него были деньги, ему был бы весь смысл самому все это заплатить, чтобы не терять 10 миллионов. Но он пошел на это. Правда, это не значит, что он будет оплачивать в конце, то есть возвращать эти деньги. Я на 100% уверен, что он не будет возвращать, потому что, как вы увидите дальше, это человек на содержании. Вот как он до этого был на содержании многие годы. Опять-таки, сейчас мы поэтому пройдемся. Так он опять на содержании. Он должен выполнить свое задание, стать президентом, потому что это, похоже, это единственное и самое большое желание кремлевского главаря. Последний момент. Трамп судорожно искал эти деньги, пока, наконец, Чап не вмешался, чтобы спасти ситуацию. Дальше мы увидим, что Чап не просто так это все сделал. То есть такие операции, они, как говорят американцы, sensitive, они опасны для компании же Чап, потому что ее сейчас будут тоже расследовать. И они знают, кто такой Трамп. Это человек, который не отдает долги принципиально. Более того, значит, он начинает скандалить, он начинает выставлять встречные претензии тем, кто ему одолжил деньги или дал кредит. Короче говоря, это тот человек, с которым не надо связываться. В общем, тут речь идет не о бизнесе, не о альтруизме, а вот сказали компании руководителю Чап, и он выполнил то, что ему сказали. Почему он так сделал, тоже пройдемся дальше. И тут начинается предыстория, которая читается как шпионский роман. Здесь много правильно, но не все до конца правильно. Итак, известный агент Кремля, как пишет Сет Абрамсон, Дмитрий Саймс, который в настоящее время работает кремлевским пропагандистом на российском государственном телевидении, был главным советником по России в президентской кампании Трампа в 2016 году, в то время как он возглавлял Центр национальных интересов в Вашингтоне. Кто давно меня слушает, помнит, что я упоминал этого Дмитрия Саймса и этот Центр национальных так называемых интересов неоднократно. Сейчас напомню, потому что вот эта фраза, она не так много говорит, как она на самом деле значит. Итак, Дмитрий Саймс – это один из самых ценных агентов внешней разведки, еще КГБ, который был внедрен в Соединенные Штаты Америки примерно в 1973-1974 году.
Почему я в этом уверен? Потому что этим занимался мой отдел, и в частности руководил всей этой операцией Евгений Примаков. В то время он был агентом именно нашего отдела. Позже он стал директором СВР уже в России после краха Советского Союза, потом министром иностранных дел, а потом кандидатом в президенты вместе с мэром Москвы. Они чуть не завалили на очередных выборах Ельцина, но немножко не дотянули. То есть вот кто его выводил. Один из самых ценных агентов внешней разведки КГБ Евгений Примаков. Это была супероперация, я ее знаю в деталях, просто в деталях. Вывели успешно Евгения Примакова, у которого были свои связи по еврейской линии в Вашингтоне. Тот же Генри Киссинджер пристроил своего человечка, сказал, что это вот здравомыслящий, умеренный, он будет полезен. Ну и человек дорос. Ему создали компанию, вот эту, которая называется «Центр национальных интересов», которая, пока Сайм с ней руководил, фактически она была резидентурой. Или же прикрытием, под крышей которого или под зонтиком которого велась российскими спецслужбами интенсивная работа по вербовке, причем политиков, известных политиков, дипломатов, бывших военных, бывших разведчиков. Их вербовали в качестве полезных идиотов. И под руководством этого журнала, вернее, в качестве сотрудников и наемных работников этого журнала они получали денег гораздо больше, чем если бы они работали в аналогичных там, мозговых центрах или фабрик мыслей, как их иногда называют, или писали в американские газеты, журналы. То есть тут достаточно сказать, что в 2016 году, тут цифры проходят, значит, на этот центр было выделено где-то 375 миллионов долларов. То есть для такой организации это просто чудовищная цифра. Ну и вот люди, особенно отставные, их как-то так тянет туда после ухода в отставку. Но они подтягивают к себе молодую поросль, начинается вербовка уже перспективной агентуры и так далее. Дальше, то есть, вот, чтобы вы понимали, потому что все ноги растут отсюда, вот этого кредита, который сейчас получил Трамп, из вот этого центра вербовочного советской, а потом российской разведки. Итак, дальше пишет Абрамсон. Саймс быстро бежал из Америки в Москву и был принят на работу в Кремль, как он здесь пишет. Ну, вы знаете, это передача «Особый интерес», кажется, да? По-моему, так. Итак, он бежал в Кремль после ареста в 2016 году главного российского шпиона, ну, это, конечно, слишком, медовой ловушки в США, которая была поймана, обвинена и посажена за решетку. Речь идет о Марии Бутиной. Ну, это, конечно, опять-таки преувеличение, медовая ловушка, кто ее помнит, кто ее видел по телевидению, наверное. Это, как у нас говорили, так в шутку, это ж сколько надо выпить, чтобы воспринять ее за медовую ловушку. Столько невозможно выпить, белую горячку можно заработать. Ну да бог с ним. Она работала как медовая ловушка, и срабатывало это все. Поразительные американцы, неразборчивые люди. Она была в контакте с компанией Трампа, а также состояла в романтических отношениях с советниками Трампа Бирном и Эриксоном. И ей, как руководитель центра вот этого, значит, помогал освоиться и направлял, видимо, ее как медовую ловушку никто иной, как Саймс. Затем, значит, Саймс, когда ее арестовали, начались допросы, сбежал из США под покровом темноты и тем самым избежал допроса ФБР о своих связях с Бутиной, ее куратором Трошиным и Кремлем, на которое, как пишут, она работала. Но ни Бутина, ни Трошин не были самыми важными контактами Саймса в Соединенных Штатах. Самыми важными контактами у него были те, которые вели к Трампу. Потому что тут вот здесь он пишет, что все началось с того, что Трамп накануне 2016 года, когда он принял уже решение, он считает, что он сам принял решение, это не так. Ну, бог с ним. Значит, когда Трамп принял решение идти в президенты, он начал искать
помощи Кремля. Ничего подобного. Значит, не он начал искать, и не он принял решение. То есть внешняя разведка Советского Союза вела его еще с начала 70-х годов, когда он построил себе отель, известный в Нью-Йорке, и ему внешняя разведка КГБ умудрилась впарить, ну, по бросовой совершенно цене, двусистемные телевизоры, которые, по идее, стоили в 2 раза дороже, чем просто телевизоры системы NTSC. А двусистемные они в Америке нафиг не нужны. Но резидентура в Нью-Йорке впарила ему по хорошей для него цене эти телевизоры, понеся громадные убытки, но туда внедрили разные подслушивающие, подсматривающие устройства и отчитались о великой операции. Вот так это, значит, было с этим делом. Ну и потом пошло-поехало, и это включает в себя устроенный визит его, то есть Трампа. Он как молодожен приехал, как молодожен они приехали с этой чешкой, молодой блондинкой, на которой он только что женился, в Москву и в Ленинград. После этого, значит, уже как-то так духовное сотрудничество началось, или взаимопонимание. Уже тогда в его мозги была внедрена идея о том, что Америке не надо союзы, ни НАТО, ни с Японией, особенно напирали на Японию, надо дружить с Москвой, и все будет хорошо. И тогда же ему подали идею о том, что надо думать о президентстве. Поэтому, значит, когда он накануне 2016 года, движение началось с обеих сторон. С Москвы, из Кремля, ну и Трамп решил, что он созрел. И вот эти люди, то есть, с одной стороны, центр национальных так называемых интересов, это, конечно, сарказм и жестокая шутка внешней разведки КГБ назвать эту контору центром национальных интересов Америки. Ну, просто, да, надо отдать должное чувство юмора у ребят этих. Так вот, значит, кто занимался? Теперь надо было их свести вместе. Кто занимался? То есть, с одной стороны, этим занимался Саймс, то есть агент, он к этому времени уже с 1974 по 2016, вы представляете, это матерый уже вербовщик, специалист по активным мероприятиям, оказанию влияния, и под крышей своего центра, с одной стороны, а с другой стороны это Джаред Кушнер, зять Трампа, и Пол Манафорт. Пол Манафорт, которого мои украинские зрители, конечно, прекрасно знают. Потому что Пол Манафорт, он участвовал, опять-таки, в важнейшей операции кремлевских спецслужб в Украине во времена президентства Януковича. Он был настолько важен для команды Януковича, что когда вот он приезжал и давал им в письменном виде свои рекомендации, даже не рекомендации, это было указание к действию, после встречи со своими людьми из Москвы, то есть, видимо, те писали это руководство, ну, шлифовали, фильтровали это через Манафорта, и он это передавал в команду Януковича, то мне рассказывали, люди собирались, ну, самые ближайшие сотрудники, советники Януковича, он сам, закрытая комната, там, строжайшая охрана, и они читали их и внимали этим указаниям, ну, наверное, как Моисей читал те заветы, которые, значит, Господь Бог спустил ему с небес. Она была настолько важна, то есть эта операция еще, вот я думаю, что мало кто об этом подозревает в Украине. Манафортом от имени российских спецслужб руководило самое высокое руководство СБУ в то время. Самое высокое, подчеркиваю. И эти люди, руководители СБУ, регулярно каждую неделю летали в Москву, чтобы отчитаться о проделанной работе за неделю и наметить то есть, действия на будущее. То есть его откатали, Манафорта, просто блестящая была работа. И вот его пристроили советником к Трампу. Ну и теперь как это дело все? То есть пришло время, когда Трамп, он уже в кампании, он уже кандидат в президенты. Настало время ему произнести свою первую речь. И самое главное для Кремля что было? Это программная речь
о том, каким будет политика его администрации в отношении России. Так вот, для того, чтобы, значит, это все провести, устроили прием в отеле Mayflower. Это должно было быть в другом месте, но в последний момент Саймс под эгидой своего центра перенесли все в Mayflower отель. Туда пригласили весь Бомонд вместе с Генри Киссинджером там и так далее. Туда же пригласили посла России. Вот. И эту речь Трампу, это первая программная речь по внешней политике, написал Дмитрий Саймс. Читай Лубянка, или Москва, или Кремль. Представляете, какой полет, какое высочайшее мастерство. Об этом я не видел ни одного столь захватывающего фильма про Джеймса Бонда, не говоря уже о реальных шпионских операциях, как это. Это была фантастика, конечно. Более того, значит, после того, как Трамп произносил эту речь, говорил о том, что надо нормализовывать, между нами должны быть хорошие отношения. Перед этим, как пишет Абрамс, он его называет еще один агент Кремля, Ричард Бёрд, это бывший посол Соединенных Штатов в Германии, а потом он, значит, Саймс нанял его на работу в Центр национальных интересов, и он до сих пор работает, он до сих пор появляется в этой передаче пропагандистской в Москве. И он подготовил Трампа, то есть его проинструктировали, что надо, то есть типа не просто разрядка, а мир, дружба, жвачка, всемирное сотрудничество, ближайшие друзья и соратники. Вот это все он заявил, Трамп. И под это дело Саймс договорился, что он сколотит группу главных советников для Трампа по вопросам внешней политики. То есть по всему спектру внешней политики. Это просто, просто чудеса. Вот таким образом, значит, это все прошло. И что в это время еще? Вот сейчас мы подходим ближе к вот этому займу в 91 тысячу долларов. Как пишет Абрамсон, до бегства из США Саймс провел большую часть своей карьеры в Центре национальных интересов. То есть в этой резидентуре, действуя рука об руку с председателем этой прокремлевской структуры Моррисом Гринбергом. А вот Моррис Гринберг – это и есть шеф, сейчас это сын его, а тогда вот Моррис Гринберг – это шеф вот этой компании, Chubb Insurance Company, которая и выдала этот кредит сейчас Трампу. То есть глава этой компании – сотрудник, вернее, он не сотрудник, он руководящий. Сначала Моррис Гринберг, а потом его сын Эван, который фактически выдал до 91 тысячу долларов сейчас. Он является членами, это называется консультативный совет Центра национальных интересов. Их там 9 человек, и вот сейчас Эван, сынок Гринберг, он один из них. Моррис Гринберг, он как раз был вот этот период, вернее, он работал до 2014 года, а когда начались эти самые главные действия в 2016 году по окучиванию Трампа и вовлечению его в полноценное, активное, стопроцентное сотрудничество, тогда в этой компании руководил его сын Эван. Chubb Insurance Company, LLC. Это международная компания, по-моему, штаб-квартира находится в Цюрихе, в Москве, Савинская набережная, дом 23, строение 1. Вот где компания. И это, наверное, скорее всего, где решался вопрос о выдаче этих 91 тысячи долларов, чтобы спасти рядового Трампа, чтобы он мог выполнить задание Центра и опять стать президентом, а потом отплатить тому, кто его спас от той ситуации, в которой он оказался. Но я скажу, конечно, все было бы хорошо, но как они это сделали, и что это ушло, буквально это ушло, то есть произошло
Он подал этот бонд в пятницу вечером, и уже в субботу произошла утечка из суда. Вот это провал, как говорится. Штирлиц никогда не был, то есть это не то, что близок к провалу, это уже провал. И они не могли это не понимать, что так это произойдет, но, видимо, деваться было некуда. То есть с деньгами у человека очень плохо, он опутан, видимо, дергался туда-сюда, довел это до последней минуты, и уже все. И уже все. А там же ему еще надо 400, да не 400, там почти 500 миллионов платить теперь еще по приговору суда о его финансовых махинациях, его Trump Organization, там же в Нью-Йорке. То есть еще невероятные приключения ждут. Ну, так дальше, значит, что пишет Абрамсон. Старший Гринберг работал в переходных офисах компании Трампа в 2016 году. То есть, когда он уже выиграл выборы и переход происходил от одной предыдущей администрации к администрации Трампа, это очень, очень важное время, очень важное событие, которое происходит, передача власти. И вот он был там в этой переходной кампании. Не зря, то есть внедрили еще здесь, через центр. Видите, какая последовательная плановая работа. Сначала внедрили Саймса, потом создали вот этот, как это назывался, фильм-то был, «Офис господина Кочика», что ли. Был такой чешский фильм. Создали этот центр национальных интересов, потом туда вовлекли этих людей, которые, кстати, Гринберги, они появились в Москве с первыми, ну, как только Путин стал президентом, так они там и появились. Кстати, вместе с Трампом они появились. Они занялись там различными страховыми делами, они занялись вопросами там, недвижимости, всякими сделками, потому что Путин, он же чем бизнес свой начал, будучи помощником Собчака, мэра Санкт-Петербурга, первые серьезные деньги они сделали на отмывании денег колумбийского наркокартеля Ачоа, братьев Ачоа. Отмывали их через real estate петербургский. Вот там, значит, приобретя этот богатый опыт, теперь, перебравшись в Москву, Путину надо было помощники, и вот тут появляются Гринберги, появляются другие люди, туда же приезжает Трамп уже со своим «Мисс Вселенная». Кстати, вот один из первых его проектов «Мисс Вселенная», в ходе которой первое место заняла Оксана Федорова. И именно Трамп хотел, это была его кандидатка, он этого хотел, это был его большой успех. Ну, вот так вот ребята работали и веселились. Ну, дальше, то есть эти люди, Гринберги, до 2016 года они пользовались уже полным совершенно, полным доверием лично Путина. Когда уже вроде все было на мази у Трампа, возник еще один вопрос. Вот Абрамсон говорит, что это была инициатива Кушнера. Трамповская, ну, это не Кушнера, Кушнер ее транслировал. На самом деле, видимо, эта идея исходила от Трампа. Ему надо срочно было секретный канал связи с Кремлем. Вы чувствуете? Вот только-только, вот еще его не выбрали. Еще решается вопрос, быть или не быть, но он уже ищет секретный канал с Кремлем. Зачем он нужен? Кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки от республиканской партии. Две вещи. Ему надо была помощь от Москвы, чтобы сделали его. И Кремль оказал такую помощь, и 17 агентств разведывательного сообщества Соединенных Штатов единодушно это подтвердили. Была помощь, огромная помощь. Ну и кроме того, наболевший вопрос, по бабкам надо как-то так решить, что мы будем делать дальше, как мы будем сотрудничать. Ну вот, то есть Гринберги, они участвовали с Таймсом в налаживании вот этого конфиденциального секретного канала связи. Вдуматься только, президент США
от республиканской партии первое, о чем он думает, это установление секретного канала связи с Кремлем. Бедный Рейган. Мог бы это он услышать, он бы в гробу бы перевернулся. Какое падение! Гринберг установил с Путиным выгодное деловое партнерство еще в 2003 году. Гринберг был председателем старшей Совета директоров Центра национальных интересов до 2014 года, а потом это все его сын перехватил. И что у нас дальше? Это я вам рассказал, что Манафорт, Саймс и National Interest, в котором советники были Гринберги, устроили вот этот знаменитый прием Mayflower гостиница, в котором Трамп зачитал, вернее, свою внешнеполитическую платформу на случай, если он будет президентом, написанную Москвой и отредактированную Саймсом. Потрясающе просто. И в этот же подчеркивает Абрамсон, 2014 год стал годом, когда Эрик Трамп, это сынок Дональда, заявил репортерам, что семья Трампа, кавычки, получает все необходимое финансирование из России. А началось это все, буквально в первые годы, как Путин пришел к власти в 2000 году, то есть 14 лет. Так, не меньше, до 2014 года фактически организация Трампа существовала на российские деньги, потому что у него уже было то ли 5-е, то ли 6-е банкротство, и денег американские банки ему не давали, как вот сейчас. И единственный, кто мог ему помочь, это Россия. И сейчас то же самое. Деньги – это, конечно, фантастика, господа. То есть это надо отдельный сериал вам устраивать. Я вам так и зарисовки скажу. То есть там шло по нескольким направлениям. Во-первых, через Исландию, где Россия фактически захватила чуть ли не всю банковскую систему. Через нее прогнали в Трамп-организацию где-то около 180 миллионов долларов. И там схема такая была, в которой участвовали только на территории Исландии, и России тоже, там участвовали десятки банков, которые вот так вот друг другу это все передавали, чтобы все запутать. Разобрались. Конечным отправителем денег были «Алмазы России». Это организация, которая традиционно под российскими спецслужбами, а тогда особо находилась под контролем российских спецслужб. И что-то еще, по-моему, то ли с Дерипаской это связано. Но опять-таки это какая-то карманная кремлевская фирма или банк. Затем шло еще, там компашку они организовали при Трамп-организации. И через нее все серые миллиардеры, которые тогда были на слуху в бывшем Советском Союзе, которые стали миллиардерами чуть ли не в течение дня или ночи. Все это грязное, которое было на стыке, работало организованной преступности из спецслужб местных, российских, там в Казахстане тоже они там слесарь, троица у них там была. И вот эти люди гнали уже там, это второй канал был поступления. Ну и еще один канал, я вам скажу, это, конечно, фантастика. Там отличилось уже, то есть сыграли украинские, так сказать, олигархи, даже не олигархи, а опять-таки агентура. Агентура, потому что везде была агентура российских спецслужб. Из Киева в этом деле участвовал под эгидой, он это контролировал, опекал, создавал крышу. Медведчук, кто вы думали? Его женушка организовала компанию, которая называлась Columbus Travel. Христофор Колумбус Travel. На самом деле особо путешествиями эта конторка не занималась. Она занималась торговлей людьми, а проще говоря, поставками путан за границей. Но у меня еще сохранились некоторые заметки на эту тему сейчас вам, чтобы вы представляли картину, как говорил один из, по-моему, адъютант его превосходительства, там один старый еврей-ювелир из Киева говорил,
Чтоб я не работал этому господина такого-то мальчиком, я б не знал, якими деньгами він ворочал. Так вот, чтобы вы поняли, какими деньгами не ворочает. Итак, в Киеве под охраной ментов в 2017 году работало 200 борделей, из которых примерно 22-28 находились только в Шевченковском районе. VIP Путана за день может зарабатывать до $1500, средняя до 300, а свободная девушка от 300 гривен за контакт. Высшая лига в этом бизнесе – работа на европейские, американские, азиатские и ближневосточные бордели. Так вот, допустим, в ОАЭ за Путану с типично славянской внешностью, красавицу, платят или платили от 30 до 50 тысяч долларов. И вот эта компания занималась рекрутированием. Менты на самом высоком уровне это все крышевали. Вплоть до того, что они могли уголовные дела уничтожать там бесследно. Происходило рекрутирование этих девушек, затем их отправляли или из Борисполя самолетами, у меня там целый список есть за несколько месяцев, рейс за рейсом, рейс за рейсом. Вот так вот во время учения американских солдат перебрасывают в Европу в случае начала военных действий с врагом на восточном направлении, а также через западную границу, Карпаты. Там автобус, у меня даже автобус с номером сохранился. И вот это все, посылалось туда нескончаемым потоком. Зарабатывали огромнейшие деньги, но потом надо что-то с ними делать. И тут возникает проект Трамп, гостиница Трамп Ocean в Панама-Сити. И туда, двигаются мессенджеры или гонцы с Украины. И нужно там... В общем, там схема была такая. Еще до того, как он был построен, согласно существующим правилам, чтобы получить кредит в банке или финансирование в банке, нужно до еще строительства продать какое-то количество номеров или апартаментов в этой гостинице. А, видимо, опять у этого проекта опять не было денег, как сейчас не было денег. И вот тут, поддержали эти ребята с кэшем и делали эти платежи, которые потом застройщик выдавал за свои деньги и говорил, да, вот у меня уже там 20% есть, давайте 80 кредитов. Короче говоря, это стало местом колоссальным местом для колоссального отмыва денег. И там участвовали не только девушки, представители прекрасного пола из Украины, но вот эта линия, она стала частью еще Всемирной империи Моглевича, которая занималась, вы знаете, всем от торговли оружием, наркотиками и вот до торговли проститутками, который в свою очередь являлся особо ценным агентом российского СВР, то есть вот под контролем все это российских спецслужб проводилось. Вы чувствуете размах операции? Ну вот, и вот там вот все это происходило. А с другой стороны, в Америке, существует Центр национальных интересов. Дальше что у нас происходит? То есть вот что еще он подчеркивает здесь, что российские деньги, вот процитировал Эрика Трампа, делается вывод, что российские деньги в работе организации Трампа, они были основными, фактически начиная с первых лет президентства Путина, иначе бы эта организация просто бы не существовала. Ну и дальше он пишет, что глава этой организации, Центра национальных интересов, в течение многих лет был агент Кремля, вот тут он называет агентом, Дмитрий Саймс, у которого то старший Гринберг, то младший Гринберг, главные советники. Ну и дальше вот они сейчас выдают в последнюю секунду, вечером в пятницу, вот эти деньги Трампу. Опять, кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии падает на содержание Кремля Путина. Дальше автор пишет, я имею в виду Абрамсон, нет никаких сомнений в том,
что перед выдачей столь политически взрывоопасного и объективно опасного для Чаби, организации Чаби Insurance кредита, с генеральным директором этой компании, то есть с Эваном Гринбергом, должна были быть проведены тщательные консультации. При этом обращается внимание, что Трампа в его ситуации совершенно не смутил тот факт, что такой щедрый кредит насильнику, но он по приговору суда является насильником, который не только явно близок к личному банкротству, но является преступником карьерным и позорно не возвращает свои кредиты и даже лжет, а затем подает в суд на тех кредиторов, которые осмеливались попытаться взыскать с него долги. И вот этот Трампа не смутил тот факт, что эти деньги пришли к нему через лиц, симпатизирующих и в прошлом работающих на благо высших чиновников Кремля и России в целом. А чего ему смущаться? Я вот тут логики, правда, не понимаю. Они работают вместе над одним делом в тесной координации друг с другом. Таким образом, роль Центра национальных интересов, в очередной раз прыгнувшей на помощь Трампу в его попытках помочь Путину и России в незаконных международных авантюрах, не вызывает сомнений. Несомненно то, что последний раз, когда Трамп попытался продать России будущую внешнюю политику США в обмен на помощь, как это было в 2016 году, он делал, работая с высшим руководством Центра национальных интересов. И суд, который теперь должен принять эти деньги, наверняка, как считает Абрамсон, примет во внимание все обстоятельства получения им вот этих денег. И учитывая, значит, что Трамп сейчас кандидат в президенты, и учитывая, что он, когда закончился его срок предыдущий, утащил с собой целую кипу, ящики совершенно секретной информации, документации, и вот зная его теперь, все подтверждается уже документами, финансами, с кем он работает в Раше. То есть тогда, вот как считает Абрамсон, в 2016 году он фактически продавал свою будущую политику, поскольку зачитывал свою платформу внешнеполитическую, написанную в Москве, он продавал внешнюю политику Соединенных Штатов Америки в обмен на помощь Кремля, а потом и бабки, на помощь Кремля для того, чтобы, стать президентом США. И сейчас, как пишет автор, происходит фактически то же самое. И вот суд должен теперь понять, как это может быть. И, может быть, он так считает, что этот залог, принимая во внимание обстоятельства, детали его возникновения и получения Трампом, может быть признан судом недействительным. Потому что у него не было других источников. Как сообщает, он ссылается на Associated Press, а еще и New York Times говорят, что еще 3 дня назад, то есть еще в четверг, у него не было никаких денег из других источников. Тут еще интересно, вот этот Гринберг, который участвовал в оказании помощи Трампу по продвижению, так сказать, с российской стороны по продвижению в Белый дом, потом в 2018 году, когда Трамп уже был президентом, он был назначен Трампом в консультативный совет Белого дома по торговой политике и переговорам. Вот так вот, господа. Теперь американскому разведывательному сообществу необходимо не только выяснить обстоятельства получения этих денег Трампом, но и немедленно сообщить Конгрессу о своих выводах. Ясно лишь, что группа лиц, которая долгое время работала над укреплением позиций Кремля в Соединенных Штатах, теперь снова эффективно сделала это. То есть очередной раз грубейшим образом произошло вмешательство России, Кремля, российских спецслужб в президентскую кампанию в Соединенных Штатах Америки на стороне конкретного человека. Она сделала, то есть эта группа эффективно сделала это, оказав помощь любимому американскому политику Кремля, который, когда никто другой не смог этого сделать,
и отказывался предоставить ему деньги по понятным деловым соображениям, потому что деньги эти Трампа никому не отдал. Ну и зачем это все? Вот тут очень-очень интересно. Очень интересно. Вот он носится с идеей, один из главных его планов – увеличение, то есть активнейшее участие в добыче нефти Соединенных Штатов Америки. При этом он говорит, ну что суетиться, без него Соединенные Штаты сейчас качают нефти, как ни в одной другой стране в истории человечества. И если что-то там не качается, то есть по данным Министерства торговли Соединенных Штатов, по-моему, или Министерства финансов, сотни, если не тысячи лицензий, заявок на разработку месторождений, они выданы, но не используются по экономическим соображениям. Но я вам говорил в одном из последних видео, ссылаясь на какое-то американское издание, сейчас не помню какое, но мысль состояла в том, что Трамп хочет помочь Путину на его условиях решить вопрос в Украине, чтобы потом втянуть Россию, то есть Путина, обратно на международный нефтяной рынок и на этом самому погреть руки. А вот здесь гораздо более интересно. Он считает, что у Трампа и его окружения есть личный интерес в успехе Путина в Украине. В чем заключается этот интерес? В участии Трампа или там, его организации, ее же передадут под чье-то управление, будут говорить, что это не его организация, это не его бизнес, да, на самом деле будет его бизнес. Так вот, значит, расширить его влияние, или не расширить, а установить его влияние в российском и украинском энергетическом секторе. То есть Трамп планирует, в случае, если он станет президентом, сделать Путину то, что тот хочет, а в качестве оплаты он, значит, введет Россию там, через отмену санкций, урегулировав вопрос в Украине на условиях Путина, потому что надо санкции отменять, обратно Россия, нефтяной бизнес возвращается, ну а Украина, она уже тогда будет под Россией, и весь энергетический сектор в значительной степени Украины также переходит под контроль семейства Трампа. Поэтому, как пишет автор, в успехе Путина в Украине Трамп заинтересован лично из чисто меркантильных соображений. И поэтому победа Путина в Украине – это в его личных интересах. Вот такая, господа, ситуация. При этом думаю, что и Путин, и Трамп будут расстроены. Потому что, как я уже сказал, если даже в лучшем случае для него, его изберут президентом, представим это, хотя я об этом сомневаюсь. Но даже если соберут, его изберут, он уже заработал, он очередной раз вляпался и уже заработал на импичмент. То есть он уже будет связан по рукам и по ногам, и всего этого для Путина он не сделает ничего. И большой вопрос после всего этого, то есть сейчас же шум-гам должен подняться. Уже сейчас расследование должно начаться. Поэтому предвыборная кампания, как-то так она, все летит. Все летит в тартарары. И другие сообщения, сейчас мы переходим к другим сообщениям, очень важные со стратегической точки зрения, чтобы понимать, куда мы вообще движемся, очень важные. Я просто тезисы. Гонка за восстановление Украины стоимостью $1 триллион медленно, но разворачивается, пишется Bloomberg. То есть идет война, и вроде там Russians кричат, что они наступают, что Россия истощена, все она как-то есть, но бизнес, а бизнес он тугодум, вы сами знаете, он не начинает шевелиться до тех пор, пока он не почует, что это реально и риск, разумно минимальный, да. То есть если уже начинает подтягиваться к Украине с вот этими проектами, с предчувствием этих проектов крупные западные компании, то значит они понимают, что шансы у Украины на благоприятных для себя условиях закончить эту войну есть. Ну и еще одна. Так мы все перевариваем этот скандал насчет ракет Таурес, да, который засветился в ходе бесед генералов Бундесвера, да. И я вам говорил, что не надо отчаиваться. Между Великобританией и Германией идут конфиденциальные переговоры, там есть масса вариантов. Ну и вот сегодня, по нашему времени, в субботу, прошла информация
о том, что действительно между Великобританией, она основана на интервью, которое дал лорд Кэмерон. Согласно информации, несколько вариантов обсуждается между Великобританией и Германией. Один из вариантов: немцы отдают Торс ракеты Великобритании, а те отдают свои ракеты Украине, Storm Shadow. Или же эти ракеты Таурус делают круг почета из Германии с заездом, как у нас в армии сержант Фазов под Одессой говорил, с заходом в Ланжерон, разворачивается и дальше следует в Украину. Ну и, наконец, после некоторой критики Макрона, необходимой, вопрос о возможности посылки западных союзников в Украину начинает набирать обороты. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине, вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, выдержки, мужества, твердой веры в нашу победу и приятного вам воскресенья. До новых скорых встреч!